Еще чуть-чуть бок надо делать. Или нормально? Или эта камера включился уже, непонятно. А вот камера включился. Камера работает уже. Так. Нормально, камера хорошо работает. Только было бы правый, то лучше левый. Сейчас. Леша, возьмите пробу, пожалуйста. Благодарю. Все нормально, спасибо. Спасибо. Намасте, дорогие друзья. Я с вами снова, доктор Каляр. И с вашей помощью, получается, ежедневно выходит в эфире. Благодарю за это. Первое, благодарю высшая сила, которая нас объединяет и дает возможности понимать, что такое жизнь, что такое жизнь, что такое жизнь. Опять, видите, время для отчета себя, что такое жизнь. Жизнь – это энергия прана. Энергия прана – это жизненная энергия. Есть энергия прана, мы живем. Энергия прана уходит, люди умирают. Никто не спасет. Ни один врач, ни один лекарь. Считается так. По аюрведе, по йоге, прана такой малюсенький какой-то вообще. Нету размер такой определенный, когда уходит из тела. И люди полностью уходят в другом свете. Наука о прана, наука о жизни. Такой чувствительный часть, такой сознательный часть, такой серьезная тема. Каждый человек должен думать о прана, энергии прана, которая у нас внутренне есть. Мы думаем, просто двигаем, просто ходим, что хотим делаем. Это правильно. На самом деле все не так.
Представите, даже простой лихорадка, повышается температура, сильный человек лежит на кровати, уже энергия прана начинается снизит, понизит, и иммунитет ослабляется. Аппетит падает. Работоспособность не бывает в тот момент. При такое время, если энергия прана будет нормально, лихорадка не будет, человек живет счастливый, любые движения, любые действия, хорошие действия могут исполнять в этом мире, где Бог нам дал, высшая сила нам дал энергии прана, энергии прана. Наука о прана. Наука о прана сегодня будем поговорить. И как увеличивать свою прана или иммунитет, скажем. Иммунитет слово. Иммунитет слова не это 100% энергии прана. Благодаря прана может иммунитет подниматься в самом деле. Так. Это наука мистическая, тончайшая, как и сказали, дело Востока тонкое. Мир до того дошли, что даже то, кто уходит из жизни, их желание остается жить, и даже из системы наука о карио, значит, все эти на холоде держит долго, сохраняет, изучает наука, что как его восстановить, как жить. Это обычная наука, современная наука попытается делать сейчас. Зато сегодня говорим о реальных вещах, реальных возможностях в нашей жизни. Это есть как прямо сейчас, сегодня, в занятии, вы на первом уровне, ваш уровень. Я понимаю, здесь может быть кто очень долго занимает пранаям, кто просто не знает, что такое пранаям, что такое дыхательное упражнение. Все-таки буду поделиться своим опытом, и вы будете воспользоваться. Это наука, вечная наука, которая были, есть и будет. Были, есть и будет тот наука. Надо заниматься и практиковать у себя дыхательные упражнения, пранаям, чтобы поднимать иммунитет, радоваться жизни, быть счастливы, блаженны, наполнены энергией. Сейчас какое время? Люди бежит, аптека, бежит какой-то лавка, где есть травки, чтобы искать, как повысить свой иммунитет против вируса. Вирус по аюрведе есть бхут-видья, такой отдел есть. Бхут-видья. Бхут это сукшма, это тончайшее, глазами не видно. Бхут.
демона. Видя слово наука. Демон, а наука. Простите, наука, а демона. Значит, как бороться против таких демонов, как вирус? Это один всего лишь мелкий демон. Я бы сказал, который борется сейчас весь мир. В самом деле большой демон у нас внутренний есть. И большая аптека, и большое лекарство тоже у нас внутренне есть. Самые важные вещи всегда надо думать, если есть вопрос в своей жизни, то есть ответ. Только найти правильный ответ. Правильный ответ – это наша мудрость. Это наша мудрость. Всегда есть ответ. Если есть вопрос, то решение найти можно. А я считаю, максимальный ответ или еще ответ у нас внутренний есть. Это есть состояние мудрости. И мы не быть умным, а быть мудрым. Мудрость – это форма совершенствования. Умным быть – это форма всего лишь этапности развития. Только развиваться или совершенствовать себя. Абсолютное совершенствование. В материальном плане мир никогда не будет совершенным. Когда мы находимся ответ на вопрос, самый сложный вопрос о жизни. И у себя находимся это ответ. Или от опытный учитель, гуру дат такой ответ, который прямо в вашем ране, как бальзам работает, как лечение работает. Такой наука пранаям. А прана, сколько-нибудь будем говорить, это будет мало. Это будет мало. Все-таки сегодня краткие общение с вами, теоретически, практически, понимание о прана будем говорить. И вместе будем заниматься. Поэтому готовитесь дома, в квартире. Много места не нужно. Буквально мама сидит на стуле, на коврике. Удобное место сидите. Это первое. Наука о дыхании никто не отменил. И ни один народ мировой не может отказаться. Есть дыхание, есть жизни. Есть жизни – это свидетель есть дыхания. А как правильно дышать? Как правильно дышать? Осознавать свое дыхание и делать упражнения. А почему нужно? Это сегодняшняя тема элементарно. Потребительские отношения к нашему занятию даже есть. Это поднимает иммунитет. Это потребительские отношения. Это тоже помогает. Первоначально из человека понятие выгода. Есть ли у меня выгода?
это как коммерсант. Если есть у меня выгоды, я это занимаюсь, нет выгод, не занимаюсь. Но когда вы йога постепенно занимаете, открываете для себя большой мир, сейчас все, кто на нашем прямом эфире находитесь со мной, будем в первую очередь создать покой в себя, прежде всего делать пранаям. Прана слово это жизненная энергия, ям слово это упражнение. Прана слово жизненная энергия, ям слово это упражнение. Вы абсолютно глаза закрываете. Когда я скажу, вы тогда открываете. Только вы слушаете звук, чем-то я скажу. И потом, когда я закончу разговор, я скажу, выходите из состояния, тогда будете глаза открывать. И после этого обязательно напишите комментарий, в каком состоянии вы были. Это первый повод, первая практика, когда мы дружим, когда мы соединяем. Из внешнего мира выходим и начинаем думать о себе. Бескорыстно, беспривязанно к ничему. Без привязанности. Сейчас вы закрыли глаза, сидите на позе любой, который вам комфортно в данный момент. Конечно, поз полулотос или сидасана, или такие сидячий поз. Это самые лучшие будут бильярд. И спина делайте ровно, средне ровно. Не напрягайте ничего. Руки положите то ли так, то ли так. Уже поток энергии у вас начинал двигаться. Уже энергия прана двигается, все тело более сознательно. Вы можете почувствовать от головы, примерно это лоб, да, и прямо траш, шакти, пат, энергетический траш до муладхар чакра или ваш половой орган, до сюда, сверху вниз, кто-то снизу вверх, и на руки, и на все тело потом. Такой покой вы будете чувствовать мгновенно. Потому что баян ваю – это один из видов прана. Один из видов дыхания на уровне клетки, на уровне крови двигается на вашем теле каждый мелкий капилляр, артерия, артериол, капилляр, вен, венули, все везде. Мышцы, нерв, сосуды, то, что знаете, то, что не знаете. Сам состояние покоя автоматически вам включает больше поток энергии прана. Даже ничего не надо делать, шум, бурлит. Только гармонично надо сидеть, и спина ровно держать. Гьян мудре сидит. Уже выходите в состояние медитация, пранаям, они друг друга не исключены.
Это покой и дает вам большой пранаям. В беспокойном состоянии невозможно никакой пранаям выполнять. Понимать надо так. Теперь в этом позе, эта поза доступна каждый возраст, кроме детских. Дети иногда сложно поддаются, спокойно сидит, потому что их нервная система очень сравнительно, чем у нас, более чувствительная и возбужденного характера, поэтому это особенности детские, естественно. Поэтому это каждому даст возможности заполнять энергию прана. Теперь на этом позе вы ощущаете, вы мудры. Как это ощутить у себя? Все негативные мысли убирайте. Вы себя даете отчет, говорите себя, я не привязан, я не привязан к времени, я не привязан к пространству, я не привязан к действию и бездействию. Я абсолют. Я не родился. У меня нет страха, тревоги, беспокойства. От внешнего мира. Я вечный. Я чистое сознание. Я есть свет. Я есть звук. Я есть сила. Я есть гармония. Я есть один. У меня нет друзья. Я не нуждаюсь в внимании кого-то. Я блаженный. Я есть дживатма. Я есть живой душа. Я соединен с великой душой, Рам Атма. Мое физическое тело, ум и душа все соединен. Я йог. Я воплощался в земле для благостных дел. Я без викрити. Смысл нет у меня в душе о ком-то, о чем-то загрязнение, викрити. В смысле
Я очищен, я очень очищен. Это состояние мне нравится. Я блаженный. Это есть я есть абсолют. Абсолют есть я. Повторяйте со мной. Из мудры выходите, палец открываете, глаза не открывайте пока, ладонь, обе соединитесь, ладонь растирание делайте. Лицо вверх вниз, соглаживайтесь, поглаживайтесь 5-10 раз. Вот погружение было во внутреннем мире. Когда глаза закрываются, начинается внутренний свет и звук. Когда глаза открываются, начинается реакция рядом глаза и взаимодействие с окружающей средой начинается, с макрокосмосом, который мы вчера обсуждали. Когда у вас спокойное состояние, гармоничное, не то, что гиподинамика просто, гармоничное состояние, то иммунитет начинается расти, потому что организм отдыхает 200%. И кровотворительная система в костном мозге, тимус, да, все эти вещи, которые воздействуют на наш внутренний орган, наше питание для иммунитета и питание для ума, это пранаям, все вместе начинается поднимать иммунитет. Это серьезная тема иммунитет сегодня и пранаям.
как взаимосвязан. Сейчас расскажу. Вы напишите: здравствуйте, Ирина и Лакшми. Я сейчас вышел из состояния, я смотрю на экран. И ваше состояние описываете, делали, не делали, какие сложности были тоже. Значит, вот практика, когда вы на экране напишите, я увижу, сколько человек в данный момент может мне писать, чем-то я могу прямо моментально сказать, помочь, поделиться свой опыт. Поэтому обязательно старайтесь. Когда мы без состояния вошли, состояние покоя – это первое состояние было. Мы себя спокойно делали тело. Сразу начинал в нашем организме иммунная система работать в усиленной форме, потому что состояние покоя дает все кровоснабжение на нужном месте. В сегодняшний день у нас есть биокомпьютер. Когда у нас есть информация вокруг нас, в нашей стране, в нашем обществе, что происходит? Мы находимся на самоизоляции. И сразу информация в голове у всех есть сегодняшней. Начинается обработка информации. А когда ваш организм нагрузен на другой стороне, бурный, туда-сюда, то меньше работает. Потому что кровь, то объем крови одинаковый в теле всегда. Концентрация требуется. Внимание требуется, это отдел. Как сейчас больше инфекционные больницы делали, чем обычные болезненные отделения, коек. Больше внимания дают. Также в нашем организме. Когда мы в состоянии покоя, у нас проблема, то, что в окружающем есть, сразу обработка идет, и начинается эритроцит, лейкоцит, эозинофил, базофил, Т-лимфоцит, Т-киллер, Т-мессенджер. Такие иммунитет у нас клетки есть. Т-хелпер есть, которые помогают. Т-мессенджер есть, которые дают информацию, новости. В мире какая проблема есть? В нашем каждом клетке дают информацию. Естественно, в первую очередь в биокомпьютере. И соответствующе мы должны обрабатывать программу и увеличивать свою энергию, иммунитет. А что поднимет иммунитет? Нужна энергия прана. А что такое энергия прана? Это очень-очень сложно объяснить с первого раза. С этим надо жить, понимать, осознавать в первую очередь. Все-таки пока как в медицинском уровне, когда мы дыхательные упражнения делаем, сидим спокойно, медитируем, стресс уходит. Это первое. Во-вторых, оксигенация увеличивается. Кислород. На гемоглобин начинается увеличиваться кислород, и оксигенация, когда увеличивается, идет до клетки, максимальный кислород получает мозг, тело, все ткани, все система, нерв, сосуды, и соответствующий везде иммунитет увеличивается у нас. Местный иммунитет, системный иммунитет, все увеличивается. Поэтому, чем вы больше сильны будете, тем любой болезни даже не будет. Я бы так и сказал. Все дело в иммунитете, гармонии. Это если на физическом теле обсудим, да, есть астральное тело, поэтому медитировали, дыхательные упражнения делали в спокойном ритме. Еще мы дойдем до дыхательных упражнений. Еще мы не закончили. Это первоначально для начинающих, кто вообще не знает, как себя успокаивать,
как себя держать, как надо аскез делать, как надо практика делать. Для тех это все настраивать себя на занятия, не просто пришли сумбур, занятия занимались, ушли. Как вы себя дома так настраивать будете? Это очень важно. Это очень важно. Таким образом, даже моментально у вас вам даст энергию, и вы будете себя чувствовать очень-очень гармонично, комфортно, как что вы понимаете. Чем-то мы делали настрой, я йог, я мудрец, я абсолют, я спокойный, я гармоничный, у меня нет привязанности, да, и так далее, и так далее. Представьте, сколько в феноменальном мире, который наша энергия уходит, как в телефоне много приложений, и много окна открыты, и там много энергии забирают, или память забирает. И отчет дают телефон или компьютер, у тебя память уже осталось мало. И электроэнергия уходит, из батареи забирает энергию. Эти слова, когда реально вы погружаете на эти слова, уже вам позитивно начинаете думать, и все эти негативные энергии, которые забирает, представьте, уходит. Уже энергоизвергающая система у вас начинает работать. Энергоизвергающая. Представьте, как создал высшее создание наше тело, и как создал это компьютер и телефон. Почти одинаковые. Раньше мне сложно было объяснить всю эту вещь, когда я занятия вел в 2000 году, или 90-й год я занятия вел, 89-й год занятия вел. Я занятия давно веду, давно обучаю ученикам. Сложно было. Вот погрузит в себя в внутреннем мире, внутренний свет и звук, и ваша баян ваю, баян, ветер баяна, все тело крутится, от головы до кончик, палец до ногти. Вы уже блаженный. Я йог, меня как хорошо. Вы не привязаны к кому-либо, внимания. Люди умирают, если нет внимания. Себя одиноки себя чувствуют. Умирает, потому что нет внимания. Слушайте, двойной расход энергетический. А здесь получили одновременно все в одном точке. Алла чувствовала спокойно после практики. Лакшми чувствовала наполнение и освобождение тела от всего, от тяжелого, особенно было непричестного солнечное сплетение, центр груди, глаза были закрыты, но как будто светлое солнце. Я думаю, у каждого, у Лакшми тоже благодарю, я Али тоже благодарю, Ирине тоже благодарю за ощущение. Взаимосвязь с вами, чем больше будут, это удобно просто поделиться опытом. Поэтому говорю, в самом деле я не привязан к ничему. Это я давно на моем занятии даже говорил, когда я вел
оффлайн занятий, очень иногда ученикам может быть обидно, что я говорю истинно. Это не значит, я не люблю своих ученикам. Учительские, которые есть любовь к своей шишья, да, гуру шишья, это всегда есть. Я к чему говорю? Я всегда говорю привязанности, да? Почему? Обратная связь есть, это хорошо, нет, тоже хорошо, в самом деле. Но вы напишите, я могу поделиться с опытом своим, для этого говорю. И такой фраза я всегда повторял на свои занятия, еще раз повторяю. Есть ученики тоже хорошо, нет ученики тоже хорошо. Видите, какое слово. Почему? Есть ученики, вопрос задают, отвечаю, полезно. Нет ученик, тоже на своем потоке нахожусь. Вот это состояние абсолют, которое вы должны чувствовать. Я всегда говорил на своем занятии, у тебя коврик порватый, не беспокойся. Ты же йог. Коврик хороший, тоже не беспокойся. Нет коврик, тоже не беспокойся. Люди попытаются роскошь создать для йога. Это для ученики нужно, не для учителя абсолютно. Ученики смотрят, вы в каком ашраме зашли, где я зашел, какой великий йог, и сколько учеников вокруг него крутится. Тогда он великий. Нет, то не великий. Параметр наружный. Это маленькое место, тоже есть ашрама, где есть йог, где есть практика, где есть абсолют, где есть понятие, где есть сознание. Это первое понимать надо. Сейчас придем к другому уровню. Что такое иммунитет на обычной медицинском терминологии, а что такое в аюрведе, по йоге? Кратко расскажу. Иммунитет на обычной медицине – это защитные энергии против чужеродных тела, антиген, антитела, что скажем, да, неважно, чужеродные вещи, которые есть. Чтобы, как у тебя внутренний очаг, это дом, это организм, значит, дом. А чужеродные тела, чужеродный антиген не атакировал, не разрушил твой внутренний, который есть чистота. Что такое организм? Все закрытая система, это организм называется. От вот этот слой и до прямой киска. Где бактерия, вирус просто так не может попасть. Там много слоев, много оборона есть. Или бактерия, вирус и другие вещи. Чужеродные даже вещества какое-то глотили, то есть сразу реакция дает. До того. Понимать надо так. Система обороны, защита, defense. Там это целый комплекс, это отдельно. Один день будем заниматься, что такое иммунитет. Тоже очень интересные вещи есть там. Каждому надо знать. Потому что иммунитет внутренний организм это одно, иммунитет ума есть. Это более энергетически, естественно. Душевный иммунитет есть.
Это тоже энергетический вес. Если душевный иммунитет лучше, то много болезней люди просто выигрывают. В смысле, против болезней, да, выигрывает. Теперь аюрведа объясняет. Иммунитет, два типа кал, энергии бывает. Кал это здесь сахасбал, а каласбал, который есть, да. Видите, кал это время, а бал слово энергии, простите. Значит, сахасбал, каласбал. Сахаз и калаз. Сахаз, то, что мама дает из внутреннеутробной иммунитет ребенку как подарок. Вот, бери и живи в внешнем мире. Дорогая или дорогой мой сын или дочка, живи. Это тебе подарок. Бороться с жизнью. Это врожденный иммунитет. Сахаз бал. Сахаз. Просто получил. Просто дал. Не спрашивая подарок. Есть калас бал. Приобретенный через питание, через вакцин. Или заболел и появился такой иммунитет против такой болезни. Это все приобретенное. В этом мире, когда появились в внешнем мире, тогда вы получили. Что ваш иммунитет прекрасно было, вы должны питаться правильно. Я не говорю много или совсем мало, правильно. А питаться, вот то, что кушаете, тот питаться с умом. И ум должен питаться, философия йога, благостной пищи, сатвичной пищи. Смотрите, у вас иммунитет будет в превосходном состоянии. Потому что сразу экономить на все лишнего. Сумбур, питание, трача энергии, трача деньги, все экономить. Четко попадаете на десятки. Четко чем. Вот для здоровья важно. Не думая попадаете, потому что как мастер, который занимается, не думая, то упражнение делает. Сознает состояние. Такое же дело в автоматизм попадаете. Поэтому делайте. Сейчас придем на еще практически часть пранаям. Прана это король упражнения. Прана это король упражнения. Сейчас начинаем осознавать свое дыхание. Осознавать свое дыхание. Руки положите просто на ладонь, на нижнюю часть ребра, которая, да, у нас это передняя часть груди, три части с верхней, средней и нижней разделитесь. Положите. Также спокойно и спина ровно. Если на стуле сидите, на коврике, то коврике. Только сознаете свое дыхание, как я делаю. Закройте глаза. Без этого не получится нормально. Как грудной клетки вдох, выдох делает. Когда вдох, чуть-чуть расширяются грудные клетки, выдох, спускается. Почему так тонко надо думать? Иметь надо терпение. Природа дыхания надо знать. Природа дыхания, когда вы знаете, тогда можете играть с дыханием. Когда вы природа дыхания не знаете, как вы можете с этой дыхания упражнения делать?
Поэтому это первое упражнение. Йогически полное дыхание делаем. Я 10 раз делал. И вы дальше руки положите в среднюю часть грудной клетки. Глаза не открывайте, я все расскажу. Когда глаза открываете, у вас концентрация разрушается. Вот 10 раз делали среднюю часть грудной клетки. Потом верхнюю часть, самая верхняя. Тоже 10 раз делайте. Теперь открывайте глаза. Также ладонь растирания делайте. И сверху вниз можете тот энергетический практика повторять 5 раз, 10 раз. Это очень важно. Все мы должны делать плавно, неторопливо, потому что занимать йога – это попасть в состояние, а не сам технологии столько, это важно, но не столько в смысле, я технологически все выполнял, значит правильно. Нет. Можете вы технологически абсолютно выполнять все, потому что вы читали, вы поняли, вы делали. Зато вы не смогли достигать состояния, значит, вы ничего не достигли. Потеряли все свое время. Можно не делать даже, да? Поэтому, если по-другому сказать, иногда люди, муж и жена живет под одну крышу, зато у них нет отношения душевной, есть только формальные. Примерно так. Теперь вы как чувствовали, расскажите. Наверняка вы чувствовали ритм вдох-выдох, вдох-выдох. Здесь на грудном клетке место расположения энергии прана, грудной клетки, сердца и голова. 3 места, основном место расположения энергии прана. Энергии прана. Энергии прана. Вы сейчас потихонечку почувствовали, и жара бросалась в теле. И какой-то зарядка получили наверняка. Напишите, если вы делали, я буду рад, что есть какое-то описание. Вот таким образом, даже каждый раз, когда вы пранаям начинаете видеть, плавно мы заходим в свой аскез, в своем практике. Не то, что просто сидели, просто делали, просто ушли.
войти в настрой, попасть в глубины, тоже время нужно. Тогда настоящая йога, настоящий пранаям, настоящий иммунитет начинается подниматься. И пранаям не только иммунитет поднимать будут, еще много чего будут. Об этом я каждая практика, его полезные свойства буду рассказывать. До конца посмотрите. Теперь следующий пранаям, следующий пранаям, следующий пранаям. Что вы должен знать свое дыхание. Кто знает свое дыхание? Мало кто знает. Дышит каждый человек. Дышит каждый человек. Зато, как я дышу, никто не знает. Если вы это не знаете, тоже то, что буду научить пранаям, не будете делать. Поэтому я обязан вам рассказывать. Если вы знаете, ваше дыхание что говорит, какой буква говорит, какое слово говорит, на санскрите или на русском, попробуйте дышать. Примерно 10 раз вы делали со мной. Что вы чувствовали? Напишите на экран. Любое слово, которое произносили, природный звук, вошел в вас дыхание, или вы сознавали. Первый раз хотя бы сознали. Кто-то второй раз, кто-то несколько раз. Дайте отчет, напишите для себя. Это очень важно. Это азбуква. Первая и последняя буква для жизни считается. Простите, не буква, это слово, да, которое произносит. На санскрите это буква получается. По-русски это слово получиться может быть. Это называется сва. Сва. Хум или хум. Сва. Хум. Сва. Сва. Видите, сва, хум, сва, хум, сва, хум. Вот ваше дыхание, вдох, сва, хум, выдох. Вдох, сва, выдох. Даже всю жизнь прожил человек 80 лет, 90 лет, ушел из жизни. Правильно, правильно, Макс. То всю жизнь прожил и никогда не осознавали, умер. Такой люди есть. Никогда ни своего ребенку не научил, ни себя. Такое воспитание. Ты вообще не дружился со собой. То как ты можешь дружиться с кем-то даже? Это же соединение, даже элементарное дыхание, которое многократно в течение дней бывает.
ты не можешь осознавать. То что сознаешь отношения? Только на эмоциях живешь. Осознавать надо любую вещь. Сознавать надо любую вещь. Поэтому вот сухум, пранаям. Теперь смотрите, что чудеса происходит на ваше дыхание. Как вы приятно, полезно, интересно вам. Делаем первый пранаям, типа такой. Начинаем. Вот палец сюда положите. Палец на живот положите. Вдох, а выдох энергетично. Вдох, плавный, выдох энергетично. Палец положите, просто видите движение, ваше дыхание. Такой пранаям Капалбхати пранаям, который очищает ваши все пазухи. Вот это. Назальный, фронтальный. Иммунитет поднимет. Делайте, огонь увеличивается в теле. Элементарно. Энергия прибавится. Обмен веществ усиливается. Похудение дает. Если жир лишний, если нет жир лишний, то энергии даст. Если вы худенький, не переживайте. Тоже вам даст энергию. Вы можете работоспособность, выносливость подносить. Это буст энергии, буст иммунитет. Вот чем ты мне сказал. Иммунитет могут увеличиваться, поднятый огонь. Те лимфоциты, те киллер, те мессенджер, все это лимфоциты, которые есть. Все они что? Как огонь будут работать. Те киллер, те мессенджер. Да? Все это лимфоцит, эритроцит, тромбоцит. Все будут работать. Кровоток будет лучше. Кровообращение мозга будет лучше. Нос дышит. У нас был занятие о распорядок дня. Там добавите пранаям теперь. Тот пункт, где я сказал пранаям, после чего делать, напомните и добавите. Поэтому каждый нас прямой эфир и старайтесь посмотреть, и где что добавить на вашем распорядок дня. Украшайте каждый день. Сразу применяйте в своей жизни знания, мудрость, которые вы получаете. Моментально изменится ваша жизнь. И смотрите, моментально. И напишите мне, как изменился состояние вашей жизни. Еще раз повторяю.
Вдох, плавно взяли, выдох, энергетично. Вдох, плавно и выдох энергетично. Если вы можете делать 5 минут, 5 минут делайте. 3 минут, 3 минут делайте. 1 минут, 1 минут делайте. Смотрите, какой царап появился у вас в теле. Меньше делайте, до комфорта делайте. Ежедневная тренировка, вы дойдете до совершенствования. Иммунитет поднимет, точно поднимет. Как вы ощущаете? Вы делали, напишите, если вы делали. Очень элементарно. Видите, какой я спокойный, так вы спокойны. И делайте. Никуда не спешать. Чтобы попасть в пранаям, человек должен быть в медитативном состоянии. Не то, что просто пранаям делаю, ухожу. Нет. Вы не можете дойти до достижения. Теперь следующее пранаям. Бхастрика, кузнечный мех, который вам опять даст энергии, иммунитет, очистит голова, головокружение, тяжести уберет. Только интенсивно делается. Поэтому, если у вас есть гипертонические болезни, то немножко осторожно или с консультацией врача под наблюдением, врача аюрведа делайте. Под наблюдением, дозировка контролируйте. А если вы гипотоник, с удовольствием можете делать. Да, или нормальное давление есть. Ну, образно показываю пока. Вот в таком позе сидите. Как кузнечный мех. Сразу очищается. Брахманд, голова это брахманд, как будто моментально очистился. Брахманда. Брахма это креативная сила. Голова, где все креативность увеличивается, управление есть. Все моментально очистится. Как нас компьютер приходится чистить периодически. Брахманд. Брахманд. Повторяем. Можете дольше делать это упражнение. Также это тоже. Взяли, нагья мудра сидите.
Видите, воздушный поток мы очистили, все дыхательный путь, мозг, все чистили. Как меня хорошо. Нет слов, которые могу объяснить, в каком состоянии я нахожусь. Божественный покой есть. Божественная гармония есть. Я нахожусь в нейтральном положении. Выше, чем радость, счастье. Чувствую себя абсолютно. Абсолют слово объясняет насыщенность в себе. Я насыщенный. Моя атма, дживатма, параматма, мой живой душа и великий душа соединены. Единые. Поэтому я насыщен. Желания о других вещах нет в данный момент. Такое состояние у вас тоже может быть, если вы занимаетесь сейчас. Поэтому пранаям это не какой-то технологии, просто которые делали и забыли это состояние. Попадайте в состояние, когда вы занимаете пранаям. Это есть вы. Это есть вы. И после даже вот это два пранаям, такой поток, который не могу выходить для следующего пранаям. Теперь следующий пранаям, который именно основан у вас на сва, да. Попробуйте концентрировать на ваше горло. Такой звук, как голубь гудит. Также попробуйте первую очередь. Вибрация идет на среди. Если у вас будет какое-то накопление кафа, слизь будут выходить. Слизь, когда есть у вас, осложняет жизнь, иммунитет осложняет. Поэтому простуд в горле бывает человек, нос бывает, слизь бывает. Это показатель увеличенный слизь, это кафа-доша, это викрити, это убирать надо.
Поэтому вот вместо кафа, это энергия прана, рассказывал вам, это вместо кафа, что чистит и какие пользу могут принести, вы тренируете. Сва, тянете его, чистите, как будто пока. Это первоначальная практика. Вдох происходит, а выдох медленно. Теперь можно так делать, это Джаландхар банд. А Джаландхар банд кому нельзя делать? У кого гипертонические болезни, ему нельзя делать. Остальных всем можно делать. Гипертоникам и так далее. И задержка дыхания гипертоникам нельзя делать. Сердечная сосудистая проблема кого есть, тоже Джаландхар банд нельзя делать. Это противопоказания. Я пока покажу, да, и обе варианты посмотрите. Первый простой вариант есть вот так. Вы сидите сначала из рот, делаете потом чтобы чувствовали зубы. Плавно дошли до сюда. Видите, сначала в роте, потом сюда, потом сюда. Потом уже горло участвует. Это выдох. Вдох. Теперь закрытым ротом. Таким образом будете делать, очистить будете. До горла очищает, и при выдохе будете просто дыхание, которое есть на Вишну мудра, закройте, дыхание делайте через нос, очистится, вдох, выдох. Таким образом вы можете практиковать это уже пранаям, уже слово превосходство или победа над себя чувствуете абсолютно. Вот и состояние покоя находитесь. Поэтому пранаям, свагум, простой вариант, который есть, тоже можно делать. Вот вдох, выдох. Сва. Начало так тоже можете делать, сразу осложнять тоже не стоит, потому что один день пранаям не учится. Пранаям 3 этапа пранаям бывает, да? Адхам, мадхям и уттам. Адхам – это низкий уровень пранаям. Мадхям – это средний уровень пранаям.
И уттам слово самый лучший уровень, да, пранаям. 3 уровня. То сейчас вы начинали с уддам пранаям. Не уттам, адхам пранаям. Низкий уровень. Понемножку учитесь, практикуйтесь, привыкайтесь, все вещи. Вот это пранаям, который мы делали. Так. Это пранаям, который есть. Здесь системас, иммунитет подниматься будет. Это пранаям нерв успокаивает. Это дает вибрацию. Очищает все нервы у нас. Это пранаям лежа тоже можно делать. Только без задержка дыхания. В йоге есть вдох, задержка дыхания и выдох. Вдох, задержка дыхания, выдох. 3 минимум, пока знаете. Вдох, пурак, задержка дыхания – это кумбак, и выдох – это речак. Вдох, пурак, кумбак, задержка дыхания, выдох – это речак. 3 вещи надо знать минимум. Вот делайте, и вы чувствуете себя хорошо. Иммунитет будет другой у вас. Теперь еще один пранаям. Делайте палец так. Да? Вишну мудра. Вдох через правый ноздря. Выдох через левый ноздря. Потом вдох опять через левый ноздря. Выдох через правый ноздря. Вдох, обратно берем. Опять вдох через правый ноздря. Закроем. Через левый ноздря вдох. Закроем. Таким образом, нади шодхан пранаям можете делать. Только здесь вам задержка дыхания не показывал. Потому что первый уровень понимать надо дыхание. И делать надо. Нади шодхан пранаям. Нади это есть канал. Сурьявайни, солнечный, Чандравайни, лунный. Видите? И в середине, когда кумбак делаем, это сушумна энергия, нейтральная энергия. Да? То начало можете тренировать так. Мы придем к пранаям, еще другие занятия, бессомненно, вы пока практикуете для начала. И потом еще займемся. То это нади шодхан пранаям очищает все нервные системы, все каналов. И тонкой нади, тонкий энергетический канал чистит. Поэтому надо нади шодхан пранаям делать. Тоже иммунитет поднимает, когда все канал чистый. Сон нормализует. Спокойствие дает. Много пользы дает, которую невозможно описывать. Поэтому вот эти пранаям
вы занимаетесь полноценно будете чувствовать энергию себя и гармонию. Будья пранаям, который мулабанда можете делать, который мы тогда делали, но начало можете не делать, просто тренироваться, которые ша делали, да, делали. Это вам поможет тренироваться первоначально, постепенно надо добавить другого уровня. Как банда делается, как джаландар банда делается, как мур банда делается, то вещи потом добавим, которые сегодня не добавим. Занимайтесь. Вопрос, если есть, расскажите. Вот свой режим дня, который есть, там эти пранаям добавите, занимайтесь. Будет какой-то вопрос, напишите, со временем обсудим и достигайте цель свою, как йог, как здоровый человек. И гармония у вас всегда будет присутствовать. Спасибо. Благодарю. До следующего раза. Om Shanti Shanti Shanti. 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 Jai Gurudev. Йога не заканчивается, у нас занятие не заканчивается, йога всегда продолжается. Поэтому это просто перерыв с вами, можно сказать, до следующего дня, до следующего раза. Спасибо. Йога только продолжается в вашем душе, в моем душе, в нашем кругу. Живите в блаженстве. Я заканчиваю. Сейчас просто программа.